Друзья, всем привет! Продолжаем тему видеонаблюдения. И сегодня у нас на обзоре новая поворотная бюджетная Wi-Fi камера на 2 мегапикселя от нашего любимого продавца Anbiux. Погнали! Если вы не смотрели мои предыдущие видосы, то напомню, камерки все эти я заказываю на Алиэкспрессе у одного и того же продавца. Ссылочки на все свои камеры я всегда оставляю в описании к видео. В принципе, ни разу меня он пока не подвел. Куча этих камер стоит у меня уже на даче, что-то раздал друзьям, что-то дома и так далее. Первое, что кидается в глаза по этой камере, это то, что продавец сменил дизайн коробки. Раньше коробки были вот такими. Ну, для справок, если кому интересно. А на самой коробочке у нас будет написано о том, что камера может делать Double Screen Preview, то есть мы можем видеть картинку в картинке. У нее есть облако, но оно платное, напомню. Функция умной охраны с Human Shape Detection, то есть она не просто будет тревогу бить на трясущиеся кусты, но ловит конкретно фигуру человека. Удаленное управление через интернет, обратная связь, у нее и микрофон, и динамик. В нее вставляется microSD-карта, на нее производится запись. И такая камерка может быть в двух исполнениях, с одним или с двумя объективами. А с двумя объективами, кстати, вещи прикольные, они с очень хорошим 8-кратным зумом. И про такую камеру я рассказывал вот по этой ссылочке, можете посмотреть. У меня такая камерка висит на даче. Итак, продолжим. Моделька у нас P7 на 2 мегапикселя EU. EU означает, что она с евророзеткой. Они еще могут идти с вариантами китайскими или американскими розетками. И здесь внутри стоит линза на 3,6 мм. Питается все это дело от блока питания 12 вольт на 2 ампера. Ну что ж, открываем. И внутри нас встречает сама камера и инструкция. Инструкцию, кстати, стали делать очень подробную и качественную. Она на английском языке полностью. Все расписано, все описано. Поэтому, строго следуя по этой инструкции, вы легко настроите и подключите свою камеру. А для тех, у кого это не получилось, то можете перейти вот по этой ссылочке в описании, по этой ссылочке, точнее, в видео, и посмотреть, как такие камеры подключаются. Я подробно уже об этом рассказывал. Вот сама наша камерка. Сразу, что можно сказать по камере. Можно увидеть, что у него действительно 3,6 мм объектив, он отличается от других. Здесь 8 светодиодов. Не знаю, будет видно на камере или нет, но вот эти два верхних чисто световые, два нижних чисто инфракрасные, и по бокам 4 штуки, они идут комбинированные, и то, и другое. Идет микрофон, сзади идет динамик. Сверху, если мы ее повернем, здесь будет такая вот силиконовая крышечка. Под нее вставляется карта памяти и кнопка сброса, ресет. Она вращается как вверх-вниз, так и влево-вправо. Две антенки, кабель питания, и мы видим, что на кабеле питания идет еще вход под LAN-кабель. Эта камера может быть подключена в 3 вариантах. Первое — это по Wi-Fi. Второе — это по AP, то есть она, Autonomic Point, сама вещает свой Wi-Fi, и тем самым вы подключаетесь к ней с телефона, настраиваете и так далее. Но при этом она не вещает видео в интернет, а чисто если вот где-то там в далекой глуши вы ее повесили, настроили, она сама по себе висит, снимает. Либо по LAN-кабелю подключили, и все. Дальше у нас в комплекте идет блок питания. Почему-то опять черного цвета. Наверное, белые в Китае закончились. И вот такой вот кронштейн крепления. Причем данная камера может крепиться в 2 состояниях. Либо вот так вот к стене. Здесь откручиваются болтики, он туда просто вставляется, въезжает. Либо вот так вот к потолку. Точно так же там есть рельсы, он по ним въезжает туда и на болтики крепится. Или так, или вот так. Дальше идет пару саморезов и дюбелей для крепления. И вот такая вот заглушка сюда вот на LAN-кабель, чтобы не попадала вода. Здесь уплотнительное кольцо и винтовая заглушечка. Все.
Если бы еще была флешка, то в комплекте лежала бы флешка. Она также добавляется опционально. В принципе, достойный полный комплект. Ну что, а теперь подключим ее к родному мобильному приложению iCC и посмотрим, как это работает. Итак, друзья, качаем родное приложение iCC из Play Market, подключаем к нему нашу камеру и видим знакомое нам уже неоднократно меню. Значит, по центру мы видим изображение с камеры, которое можно крутить влево-вправо, вверх-вниз. Напомню, камерка у нас поворотная, все отлично работает. И если в целом пробежаться по меню, то мы увидим, что можно включить микрофон, поговорить с микрофоном, включить-выключить звук самого динамика на камере, сделать видеосъемку или фотосъемку и включить поворотный режим. Также можно переключиться между Full HD и SD изображением. Дальше по менюшке мы можем видеть SD-карточку, на которую мы зайдем и увидим архив наших записей. Light Alarm, настройка подсветки при тревоге. При этом можно выбрать как цветной вариант, черно-белый или двойной. Цветной означает, что камера просто включит обычные светодиоды, как прожектор. Черно-белый она останется в режиме инфракрасной подсветки. А двойной — это когда она в темноте светит инфракрасной подсветкой, а при обнаружении включает непосредственно прожектора в человека, которого она обнаружит, чтобы его напугать, допустим. В основных настройках мы можем видеть с вами, как обычно, поворот камеры вверх-вниз, влево-вправо. Это отображение видео, так называемая инверсия, потому что камера может висеть ровно на потолке, а может и вверх ногами. И для того, чтобы изображение было у вас правильно, вы можете все эти инверсии здесь настроить. Также настроить скорость поворота, громкость динамика и изменить цветовую чувствительность. Ну и еще переименовать нашу камеру. В управлении паролями мы ставим пароль непосредственно на саму камеру. В управлении памяти мы можем видеть настройки памяти. Здесь сейчас стоит флешка на 32 гигабайта. Запись идет циклично, ее можно, конечно же, отформатировать и так далее. Самая интересная функция — это Smart Alarm. Это настройка тревоги. Мы ее включаем и, как видим, следующий пункт — Human Shape Detection. Его можно включить. Точнее, выключить в данном случае, а можно включить. Очень рекомендую пользовать данный пункт. Это нужно для того, чтобы когда в поле зрения камеры попал человек, то сработает режим тревоги. Она вам перешлет там фото, видео, на человека включит прожектор, можно даже сирену настроить, чтобы она звуковой извещатель включала. Если же Human Shape Detection будет выключен, то камера будет реагировать на абсолютно любое движение. Где-то дернулся какой-то куст, сработала тревога. Это нам не нужно. Также здесь можно настраивать и чувствительность. Высокий, средний и низкий. В настройках сети мы выбираем нужный нам Wi-Fi. При этом камеру можно перевести в режим точки доступа АП. Напомню, что это режим, если у вас вокруг нет Wi-Fi и интернета, но вы хотите, чтобы камера просто висела и снимала на флешку, то она переключается в режим АП. Тем самым она будет вещать сама свой Wi-Fi, и ей можно управлять с мобильного телефона, находясь прямо в упор рядом с ней, подключившись к ней, скачать видео или сделать какие-то настройки, но удаленного управления вне зоны его действия не будет. Есть настройка облачного хранилища. Напомню, оно платное, туда мы лезть даже не будем. В дополнительных настройках можно включить Auto Track Switch. Здесь присутствует функция автослежения. То есть, если кто-то идет по двору, камера будет за ним поворачиваться и следить какое-то время. И зайдем во вкладку об устройстве. Здесь у нас все основные настройки, а именно логин, серийный номер и так далее. Также версия прошивки. Версия устройства у нас X2WQM. Ну что, по мобильному приложению все. Теперь давайте попробуем подключить ее к компьютеру. А там больше интересного. Итак, дорогие друзья, открываем нашу программку CMS Polyvision и подключаем к ней данную камеру. Как это делается, можно увидеть вот по вот этой вот ссылочке. Эта камера подключилась здесь по Cloud ID, и это говорит о том, что ей можно управлять из любой точки мира. И это очень круто. А дальше мы перейдем в настройки и посмотрим, есть ли здесь очень необходимые для нас функции.
Итак, переходим в конфигурацию устройства. В первую очередь мы посмотрим, какое качество видео снимает данная камера. Для этого нам нужно перейти в настройки и компрессию. Здесь мы увидим, что данная камерка снимает 1080p, ну то есть Full HD. Компрессия идет в H265, максимальный FPS у нее 25 кадров в секунду, и можно регулировать битрейт на разные качества, как на заданные, так и вручную. В принципе, очень даже нормально. И самое интересное здесь — это вкладка «Службы». А перейдя во вкладку «Службы», мы видим, что здесь у нас есть и FTP-сервер, и рассылка на email. Это две самые классные функции. Как они работают? Когда камера стоит в режиме охраны и срабатывает режим тревоги, камера посылает вам на электронную почту скриншот непосредственно, и на FTP-сервер она может послать как скриншот, так и небольшой кусок видеофайла, там, в 10-20 секунд, как настроите. Это очень удобно, потому что если, не дай бог, кто-то проникнет на вашу территорию и сломает данную камеру, камера до последнего момента будет посылать все кадры, которые она успела заснять и отправить. Как я уже говорил, это камера с инфракрасной подсветкой, поэтому она хорошо снимает как при дневном свете, так и полностью без освещения. Ну что, дорогие друзья, в принципе, очень даже ничего камерка за свои деньги. На данный момент она стоит в районе $30. И, честно говоря, я бы посоветовал вам такую купить. Очень даже ничего. Похожая камера провисела у меня на даче в районе 3 лет, с ней ничего не случилось. На данный момент я заменил ее на другую, на камеру с обзором в 180 градусов. Про эту камерку вы можете посмотреть вот по этой ссылочке. Ну, а про эту камеру в принципе и все. Хороший, достойный, бюджетный вариант. Кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!